Ребята, всем привет! Давно не было роликов про разбор битов Моргенштерна, так что я решил исправить этот момент, потому что новые альбомы вышли, разборов нету, и как бы вот он. Здравствуйте! Но перед началом ролика я хотел бы сразу сказать, что если ролик для тебя слишком большой, то также присутствуют тайм-коды, где ты можешь в принципе все сразу же лицезреть и посмотреть. Будем сразу идти по порядочку. Плейлист, микшер и так далее. Первое, на что мы обратим с тобой внимание, это наш плейлист. Плейлист у нас состоит из трека обычного, его обрезанного вокала. Не очень на самом деле хорошо вырезался, но ничего страшного. Все же как-то у меня это получилось подрезать, чтобы это звучало хоть как-то. Но немного с эсками там, конечно же, проблемка. И если ты хочешь вырезать вокал так же, как и я, то в правом верхнем углу у тебя будет ссылочка на ролик, по которой ты можешь зайти и посмотреть, как это сделать через сайт мгновенно. Никаких RX7, один раз перетащил, нажал, скачал. Все, идем дальше. Пианинка. Пианинка у нас с тобой состоит из 3 паттернов, то бишь раз паттерн, 2 паттерн и вот здесь вот 3. Даже 4, я извиняюсь. После чего это вырезки. Вырезки это наша быстренькая пианино. У меня оно получилось вот таким вот образом. Из вот таких вот перебивок у нас с тобой 2 паттерна, то бишь этот паттерн и вот здесь еще паттерн. Как звучит? Звучит, кстати, не очень. Вот пытался, старался, но не вышло. Не вышло, но хотелось лучше, конечно же. Довольно неживо, да, согласен. Но если сможешь переделать вот эти перебивки, то я буду ждать от тебя MIDI, чтобы уже доделать этот проект полностью. После чего 808. У нас состоит из 3 паттернов, кик у нас состоит из 1 паттерна, хай-хет также 1 паттерн. На хай-хете у нас с тобой есть еще один хай-хет заниженный. Такой вот а-ля реверснутый. После чего клэп, 2 перкуссии. То бишь, понятно, да? Это колокольчик у нас такой, а это у нас римшотик. Как в оригинале. И опенхетик. Ну и поскольку мы с тобой с плейлистом разобрались, мы переходим с тобой к нашим инструментам. И первый из них будет пианино. Ничего сложного нету, просто 3 аккорда. Нотки ты все, в принципе, видишь. Это был вступающий паттерн, и теперь мы переходим с тобой ко второму нашему паттерну, который звучит уже чуть-чуть иначе. По сравнению с тем предыдущим паттерном, вот эта часть у нас та же, только вот здесь добавляются у нас с тобой нотки. Ну и также не забываем с тобой то, что у нас с тобой есть вот эта пробежечка. Помнишь, да? Она должна быть, по идее, в принципе, в паттерне, но так сразу не вышло, и мне пришлось подбирать это все на слух, подбирать как-то коряво, но вот что у меня вышло. Нотки опять ты все видишь, и давай прослушаем. Потел минут 20, чтобы сыграть вот эту мелодию, но вот как получилось, так получилось. После чего 2 паттерна мы с тобой разобрали, 3 добавочные тоже, и переходим к еще одному паттерну. Он на самом деле никак не меняется от вот этого паттерна. И почему? Потому что у нас в этом паттерне должны быть вот эти паттерны. И я это делал для задумки того, что я все в паттерне в этом умещу. Но у меня так не получилось, к сожалению. Именно поэтому сейчас мы послушаем вот этот паттерн, который у нас должен быть в том паттерне. Да, не очень, но по нотам очень похоже. С пианино мы с тобой разобрались, а теперь мы переходим с тобой к партии ударных. И начнем мы с тобой с баса. На самом деле, вот здесь у нас с тобой есть кик, который пробивается, да, но баса не слышно. И я вот думал, задумка это либо сайдчейна была такая в оригинале, а либо он правда так сделал. Я выбрал все же второй вариант, не делал такой сайдчейн, потому что с автоматизацией крутиться не очень хотелось бы. Именно поэтому оно звучит так, то бишь чуть-чуть меняется от кика. И давай послушаем кик. То бишь ты видишь вот эту дополнительную нотку, которая играет, но по идее бас начинается с вот этого момента. Также и здесь. Кик на самом деле довольно простой, и разбирать его особо тут нечего. И перейдем к еще проще ударным. Это two steps хай-хета. Вот такой хай-хет, и вот здесь у нас еще есть реверснутый. Это все отличие. Клэп, перкуссия и open head.
все буквально по стандарту, реально. Самое сложное было это пианино. Ну вот правда, блин, особенно вот эти перебивки, я был в восторге. Я когда их писал, я думал, блин, когда это закончится. Уже надоело, уже хватит. Я заслушался этого Моргенштерна так, что я уже больше этот трек на самом деле слушать и больше не хочу. Но как получилось, так получилось. Ну все, в принципе, с инструментальной частью разобрались, с вокальной частью разобрались, с драм разобрались, и теперь мы можем с тобой перейти к нашему микшеру. Что здесь? Начнем также с вокала. Вокал. Дорожка бита. Это дорожка оригинального вокала. Что здесь у нас? На бите подрезаны частотки. Низ на 144 Гц, 622 Гц, также 1200 Гц, 1500 Гц, девяточка. И 11 тысяч мы подрезали с тобой вверх. Даже сделаем буквально чуть-чуть. Подрежем еще чуть низ на 524 Гц, потому что у нас запичена версия, к сожалению, авторские права. Вот в монтаже, если что, я профану. Но мы переходим дальше. Вокал обычный, Q3. И что здесь у нас есть? Мы подрезали с тобой 322 Гц низа, 453 просто срезали, 600 Гц мы урезали с тобой на 3 дБ, 1300 на 3 дБ, 2500 на 2 дБ и 6800 на 1 дБ. Подняли. Отлично. Также мы использовали с тобой пресетик The Glue Vocal Lead Transferred. Ко всему этому у нас с тобой есть групповая обработка. Групповая обработка. Компрессия. Вот такие вот значения. Хорус. Сразу смотрим на микс, фленджер, также смотрим на микс. И вот такие вот значения у хоруса и фленджера у нас с тобой висят. Диезочка, чтобы убрать наши эски. Понятно, да? То бишь, вот эта вот хрень, да, красная, отвечает за наше сжатие. Здесь мы с тобой выбрали частотку, которая будет сжиматься, если прям на очень простом языке. И в Q3 мы также подрезали с тобой эсочку. Delay 3 с вот такими вот пресетиками. Это, если что, пресетик пинг-понга. Сразу смотрим на WED. Vintage Fair. 10 микс, Decay 3, Concert Hall. Подрезали low cut. Кстати, можно даже побольше, потому что это pitch. Да, где-то так. И, в принципе, все. У нас есть с тобой еще привязка к каналу, на котором у нас с тобой висит трек Spacer и Q3. Что в Q3? В Q3 у нас вот такие вот значения. Это 200 Гц, 1321 на минус 0,22 дБ, 7509 на плюс 0,23 дБ, но с сжатием. И трек Spacer. Ratio. Мы с тобой подкрутили на 17%. Low cut мы с тобой никак не трогали, потому что, ну, в принципе, я подумал, что, блин, а разница-то какая будет? Никакой особой разницы не будет, потому что это все привязано к драмочке. Следующие настройки нашего трек-спейсера это: выбрали мидсайд, сделали атаку на 63 МС, релиз у нас на 29 МС, и все, буквально все. Ну и также, как обычно, привязали это все к нашему каналу. Следующее, что касаемо обработки нашего пианинка. Давай посмотрим вообще, что это за пианинка. Это Adaptive Case Studio Grand Close Heart. Ничего не настраивал, но настраивал уже в микшере непосредственно. Как с ним, как без. Много низа, и именно поэтому сразу 120 Гц срезаем. Дальше пошло у нас 318 Гц на минус 2 дБ, 453 на минус 1,5 дБ, 669 на минус почти 3 дБ и 1200 на 1,5 дБ. Retro Color. Винил 3 убрали Noise и добавили еще Space. Все остальное это стандартный третий наш винил. Также сделал хорус, потому что без него добавляется какой-то жир, и я подумал, блин, да, я хочу, мне нравится. Если я не ошибаюсь, то хорус и фленджер я взял с вокала, кстати. Как я это сделал? Я все очень просто сделал Save Preset As и переместил на канал, который нам нужно. К примеру, да, вот, взял. И все, у нас те же самые же настроечки, просто на другом уже канале. Это что касаемо нашей пианинки. Теперь бас, кик. На кике у нас с тобой ничего нету, кроме пик-контроллера. Пик-контроллер, вот такие вот значения, чтобы делался сайдчейн, не более. После чего 808 подрезали верха, потому что без. Но не нравится мне верхастый бас. Ну не нравится он мне, и я все равно буду срезать вот эту тягомотину. Срезал я сразу же на 677 Гц. И вот здесь мы с тобой срезали 32 Гц. Хотя мне эквалайзер говорит, что можно и вот сюда его запихнуть. Но на самом деле мне так больше понравилось, и я так сделал. Даже можно на 34, мне кажется. Отлично. С этим мы с тобой разобрались, с пианинком мы с тобой разобрались, с киком разобрались, с 808 с тобой разобрались. И переходим с тобой к партии ударных.
И ты скажешь, блин, здесь фигачит очень сильно клэп. Почему, когда вокал врубается, он как бы так сильно не фигачит? Потому что мы с тобой привязали трек Spacer к нашему групповому каналу. Групповой канал, как это вообще возможно? Смотри, у меня каждый из ударов идет на вот этот канал. Это и называется групповой канал, то бишь вся ударка находится здесь. И что мы здесь с тобой видим? На групповом канале видим с тобой 200 Гц срезано, 1300 мы с тобой урезали на 0,22 дБ, и на 0,23 дБ мы с тобой подняли, но у нас с тобой еще есть компрессия на 7500 Гц. На хай-хетах у нас ничего с тобой нету, на клэпе на нашем мы с тобой подрезали низ и добавили еще верхов. Именно поэтому он такой трезвонкий. Римшотик никак не обрабатывался, наш колокольчик также никак не обрабатывался, перкуссия никак не обрабатывалась, и хай-хет также никак не обрабатывался. Я просто чекал, есть ли у него низ. Он у него есть, но не настолько критичный, как могло бы быть, и у нас с тобой есть подрезатель низа на групповом канале, так сказать. Если мы послушаем с тобой бит с просто ударкой и с вокалом, будет разница велика. Клэп довольно сильно бьет по ушам и не совсем прикольно. А вот если вокал, он как будто встал в правильное русло, и это все прикольно зазвучало. Жаль, что, конечно же, питч, потому что изначально все это было сведено без питча, но авторские права, опять же. И, кстати, что хотел бы сказать насчет авторского права. Отдельное спасибо автору этого бита. Ссылочки на него, конечно же, будут в описании. А мы продолжаем. Но если тебе такой видос был полезен, ты посмотрел какие-то определенные фишки интересные, которые ты будешь использовать в своих битах, то не забудь, конечно же, поставить лайк, написать комментарий о том, что бы ты доработал. К примеру. Ну и подписаться, конечно же, на канал. Но я вас, как всегда, обнял. Буду всех ждать на стримах, на роликах, на любых. Смотрите больше роликов и будьте всегда счастливыми. Cheers.